Всем доброго утра, друзья мои, потому что уже утро, раннее утро. И я пока еще продолжаю работать. У меня уже голос сел, поскольку я отвечаю очень много. Ну и дел накопилось немало. Но перед тем, как отдохнуть пару часов, я решила вам подарить один очень сильный, очень эффективный ритуал. Точнее, женщинам от женских болезней. Я дарила вам огромное количество этих работ. Заговоры для здоровья, шепотки для красоты и прочее. Их очень много, и вы можете еще искать, найти на моем канале. У меня за эти годы более 4000 работ, подаренных вам. Но в любом случае работ много не бывает, и действенных ритуалов в том числе не бывает много, поскольку каждому человеку подходит свой ритуал, как и лекарство. Кстати, мне отправили определенные рукописи, их показывать нельзя открыто, но я в тот день вам немного так намекнула. И это уникальные работы на самом деле. И благодарю тех людей, которые мне их отправляют. Если не могут отправить книгу, отправляют копию этой книги, отправляют, то есть скрин по WhatsApp, по-разному. Но в любом случае мне главное содержание. Такие редкие книги, старинные книги, они больше ценность представляют для коллекционеров, для продавцов антиквариата и так далее. Мне главное не ценность старинной книги, мне главное содержание. Это и есть ценность книги. Поэтому очень много знаний, очень много информации дают эти книги. Хочу сказать им спасибо, это все используется потом в моей работе. Поэтому мои работы эффективны. Так вот, женская красота. Женская красота восхваляется веками, тысячелетиями. Считается, что это главное достоинство женщины. Не соглашусь, потому что ум без красоты тоже ни к чему. Но в любом случае женская красота – это, грубо говоря, ценнейший товар издревле. Но еще и это говорит о благородстве рода. Потому что я вам уже говорила, что красоту женщине дарят, вообще человеку, дарят за какие-то заслуги его рода. Породистость. Слышали? Родословные, благородные черты, то есть благой род. Но красота и здоровье женщины, они идут рука об руку. Если женщина нездорова, ее красота увядает. У нее кожа меняется, становится пергаментно-желтой, лицо меняется, очертания меняются. Очень многое. Душевные болезни, внутреннее несогласие с самим собой, с миром, болезнь физическая. Все это отражается на человеке. Хочу вам подарить от женской болезни еще один эффективный и очень сильный ритуал. Этот ритуал корнями уходит в закавказскую магию. Это больше секрет кавказских аза, то есть колдунов Кавказа, Закавказья. И когда ничего не помогало, когда уже все этапы были пройдены, то проводили определенный ритуал. Вариантов этого ритуала, подобного ритуала, очень различные, но очень мало людей сейчас знают этот ритуал. Может быть, редкие люди.
потому как актуальность этого ритуала, она как бы потерялась вместе с носителями этой информации. Поскольку я восстанавливаю по крупицам более древние знания, естественно, я не могла не восстановить на свой лад этот ритуал. Первую часть, скажем так, то, что делали колдуны Кавказа и Закавказья, это как бы более-менее еще известно, особенно тем семьям, где практиковали магию. Но вот что там при этом говорили, это я восстановила по крупицам, по памяти. И восстановила это, когда этот ритуал проводила несколько раз. Я, по крайней мере, 3 раза в своей памяти помню. Моя бабушка. А обучалась она всему этому от моей прабабушки. И я помню, как таким образом вылечили мою маму, когда у нее было жуткое кровотечение. Я просто, будучи маленьким ребенком, помню ее рыдание, плач. Видимо, ей было больно, делали какие-то уколы, не помогало по-женски. Что-то у нее был какой-то воспалительный процесс. И я помню, моя бабушка и бабушка моей мамы, она еще была не такая старая женщина, скажем так. Я была молода, они были там, им было где-то так под 50-60 лет. И они по-грузински между собой разговаривали, чтобы я не поняла. Я, конечно, тогда не поняла ничего, но потом, поскольку я обладаю феноменальной памятью, восстановив эти слова, то, что они говорили, я поняла, что они имели в виду, указывая на мамину болезнь. То есть, я так поняла, какая-то неудачная беременность, после чего у нее начался воспалительный процесс, и это весьма опасно. Женщины от этого гибли, умирали. И мои бабушки, значит, сделали определенную вещь, после чего моя мама выздоровела. Я это запомнила по крупицам, так, по мелочам, эти все разговоры. Тогда моей прабабушки уже не было в живых. А потом этот же ритуал проделали еще с одной женщиной из того же селения, которая тоже молодая женщина, после родов у нее были какие-то осложнения. И я вот тогда, вот с того времени помню эти слова, некоторые слова. И вы знаете, что мой пытливый ум тут же все собирает. Ну и, кроме того, не забывайте, что ведьме дают подсказку из того мира потустороннего, и из мира мертвых в том числе. И я, конечно же, на этой почве, на этой основе создала этот ритуал. Воссоздала, можно сказать, но немного свое. Итак, нужно желательно купить, но если вы, естественно, не найдете в каких-то там магазинах, таких сельскохозяйственных или на рынке мясном, в магазине возьмите, если уж другого варианта нет. Хотя желательно, чтобы вы купили вот именно сельского производства. Нужно взять цыпленка. Полугодовалого, скажем так, цыпленка маленького, которому еще нет года. Могут этого цыпленка зарезать и дать вам в руки. То есть вы не обязательно, чтобы вы резали. Цыпленка нужно приготовить, очистить, вышипать и сварить со среды на четверг ночью. Вот 12 ночи начнется, то есть 00 ночи, и до 3 ночи. Нужно этого цыпленка сварить. И дать больному съесть. Но только этот человек должен есть. То есть, если вы себе делаете, вы должны есть только. Никому нельзя. Отдельно ешьте, чтобы дети не просили. Если дадите ребенку, то ритуал не получится вообще. Опасности нет никакой, но просто он не получится. Вы должны только с солью, без хлеба,
съесть этого цыпленка. Одна. Можете, конечно, пить сок, воду, это не имеет значения. Но есть должны вы одна. Все косточки отложите в сторону. Кости не должны грызть. Вот даже вот этот хрящик мягкий вы не должны есть. Все кости, которые есть, они должны в целостности, значит, быть отложены в сторону. Кости откладывайте в сторону. Едите этого цыпленка. Черная материя или черный платок. Разницы никакой. Но новая черная материя, то есть, ну вот можете купить там несколько метров черной ткани и срезать оттуда там маленький кусочек. Эти все кости складывайте, неважно каким образом, в эту материю. Завязать нужно крест-накрест, то есть узелок. На следующий день идете на кладбище. На кладбищенском переулке, любой переулок, перекресток, извиняюсь, неправильно. На кладбищенском перекрестке кладете на землю, говорите 6 раз, поворачиваетесь и уходите. Но монеты не кидайте там, ничего не оставляйте. Просто кости. Значит, кладете эти кости посредине перекрестка, кладбищенского, любого перекрестка. Говорите эти слова 6 раз, произносите. Отворачивайтесь и не глядя, даже если вам покажут, что вас позвали или там какой-то шорох, не нужно оглядываться. Это делается днем. Идете, выходите, можете с тех ворот, можете с других ворот. Иногда бывает 2 ворота. То есть 2 ворота у кладбища. Можете с тех же ворот выйти, это не имеет значения. Выходите, выходя, говорите: зашла больная, выхожу здоровая. Да будет так. Как только вышли, чуть-чуть отходите, ну, там метров на 5-6 от ворот. И кидайте 6 монет, но не в кладбище, чтобы попало, а именно возле ворот. И говорите: откупаюсь. И уходите. Ваша женская болезнь уйдет. Если ваша болезнь уйдет, то есть не без следа, то есть останется еще остаточное явление, проделайте это в течение месяца еще 2 раза, то есть 3 раза. Но обычно после первого раза уходит. Точно так же уносите, но постарайтесь не идти на тот, значит, перекресток кладбища, где уже вы оставляли те кости. Хотелось бы желательно вообще на другое кладбище, было бы вообще замечательно. Но можно и на то кладбище, только не подходить туда, где вы оставляли. Но обычно после первого раза уходит. А слова я вам сейчас продиктую. Я без алтаря, без ничего, поскольку очень устала, если честно. Из последних сил это снимаю, чтобы просто на следующий день вы это все себе записали и провели. Теперь слушайте внимательно. Если вашей дочери нет 20 лет, можете провести за нее. Она ест, вы относите, начитываете вместе с ней. С ней идете, она кладет на землю, говорит и возвращается. Но желательно, чтобы она сама провела. То есть здесь вот после 20 лет можно провести самой. Но я не думаю, что к этому возрасту есть такие серьезные заболевания. Обычно это у взрослых женщин и у женщин, которые уже родили ребенка, потому что после этого начинаются обычно всякие женские проблемы у женщин. Это не просто выносить и родить ребенка. Поэтому это в основном касается зрелых женщин. Но если есть такая проблема, и ваша дочь не знает, как быть, вместе с ней проведите. То есть объясните ей все, пусть она варит, ест, потом эти кости складывает. Все действия должна делать она сама. Вы просто с ней идете. Итак, слова следующие. Кстати, еще раз скажу вам, что может снять этот ритуал. Этот ритуал может снять заболевания груди различного типа, может снять миому матки, если долго лечитесь, никак не получается. Может. Хотя, еще раз говорю, лечение бросать нельзя никогда. Это может помочь, если у вас уже запущенная форма болезни.
Лечение нельзя никогда бросать. Врачи не просто так пришли на эту землю. Они лечат нашу физиологию. Но заговорами, ритуалами мы можем иногда помочь медицине быстрее вылечить, быстрее спасти нас от определенных болезней. Итак, значит, 6 раз говорим, отворачиваемся, уходим. Выходя из ворот, говорим: зашла больная, выхожу здоровая. Да будет так. И уходите. Отходите, метров 5-6, так, чтобы эти монеты не попали в кладбище, то есть на кладбище не упали. Кидайте через левое плечо и говорите: откупаюсь. Сделайте таким образом, чтобы поменьше было народу. Если видите, что люди идут, пусть они проходят, и вы потихоньку так выходите с ворот, сделайте и идите. И неважно, даже если увидят, и чихать на них, пускай видят. Не их дело. Итак, слова следующие 6 раз читается. Будете читать, у вас может быть дрожь, ощущение такое, как будто у вас вот эту болезнь отрывают, словно вот снизу, вот с земли кто-то тянет вот это все от вас, прям вытягивает. Очень может быть, что тот же день могут начаться то понос, то вырвет. Может быть, один день немножко нехорошо. Это хорошо, это все уходит. Потому что кладбищенская земля, дорогие друзья, она не только для того, чтобы портить. Чаще всего колдуны использовали землю кладбища и вообще пространство кладбища как мертвое царство, чтобы убить там порчу, убить там болезнь, понимаете? Вот как эта земля может убить человека, так эта земля может убить и болезнь человека. Вот о чем речь. Она мертвая, и она убивает, на что ты поставишь цель. Курица жила, дышала, а ее уж нет. Ни в мире, ни во дворе. И уже нигде. Так и хворь моя женская ушла и сгинула. Как эта курица не встанет с земли, червячка не достанет, зерна не поклюет, так и моя болезнь с меня навсегда уйдет, и дороги ко мне забудет. Так и будет, заклято. Еще раз. Курица жила, дышала, а ее уж нет. Ни в мире, ни во дворе, и уже нигде. Так и хворь моя женская ушла и сгинула. Как эта курица не встанет, с земли червячка не достанет, зерна не поклюет, так и моя болезнь с меня навсегда уйдет, и дороги ко мне забудет. Так и будет, заклято. Курица жила, дышала, а ее уже нет. Ни в мире, ни во дворе, и уже нигде. Так и хворь моя женская ушла и сгинула. Как эта курица не встанет с земли, червячка не достанет, зерна не поклюет, так и моя болезнь с меня навсегда уйдет, и дороги ко мне забудет. Так и будет, заклято. Вы читаете 6 раз, а остальное я вам объяснила. Берите еще один дар, проводите и будьте здравы. Всем удачи!